США и Иран почти договорились. Уже согласовано 85% меморандума. Если бы Иран хотел сдаться, то сделал бы это гораздо раньше, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Уже на следующей неделе стартуют переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, заявила Урсула фон дер Ляйен. Удары по территории вредят экономике России, но не сильно, уверяет Путин. При этом анонсирует новые атаки по украинской инфраструктуре. Албания продолжает протестовать. Начали с защиты, Фламинго теперь требует отставки всего правительства. Техническая поломка в самолете Папы Римского. Ему одолжил борт король Испании. Чемпионат мира по футболу. В Торонто торжественное открытие и усиленные меры безопасности. А в Эквадоре временно снизили налоги на слабоалкогольные напитки. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США и Иран находятся на финальном этапе переговоров и могут подписать соглашение уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который провел брифинг для журналистов. По словам собеседника издания, вероятность заключения сделки оценивается примерно в 85%. В Вашингтоне считают, что стороны еще не пересекли финишную черту, однако находятся максимально близко к этому. Чиновник отметил, что система принятия решений в Иране остается сложной, но большинство представителей иранского руководства поддерживают подписание соглашения. При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что так называемый Исламабадский меморандум о взаимопонимании, касающийся урегулирования войны между США, Израилем и Ираном, еще никогда не был так близок к заключению. Это заявление перепостил и сам Дональд Трамп. Меморандум о взаимопонимании, подписываемый в Исламабаде, еще никогда не был так близок к завершению. До его окончательного согласования СМИ следует воздержаться от спекуляций относительно его содержания. В соответствии с нашим ответственным и прозрачным подходом все детали будут своевременно представлены общественности. Позже главный переговорщик Ирана Мохаммад Багир Галибаф заявил, что обязательства, взятые в ходе переговоров, должны соблюдаться. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети. Взятые обязательства должны выполняться. Никаких «если», никаких «но», никаких оправданий. Для предстоящего соглашения другого пути нет. Что посеешь, то и пожнешь. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что окончательный текст соглашения между США и Ираном уже согласован. На фоне продолжающихся интенсивных посреднических усилий Пакистана мы полностью осознаем непрекращающуюся кампанию по дезинформации, которую ведут те, кто хочет сорвать мирное соглашение. Отбрасывая весь этот информационный шум, мы можем подтвердить, что окончательный согласованный текст мирного соглашения уже достигнут, и сейчас Пакистан тесно работает с обеими сторонами над завершением следующих шагов. Мир еще никогда не был так близок, как сейчас. При этом вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что Иран не получит никаких средств просто за подписание соглашения или участие в переговорах. Я вижу множество ложной информации о возможной сделке по открытию Ормузского пролива и прекращению иранской программы создания ядерного оружия. Во-первых, Иран не получает никаких денежных средств, и никакие активы не размораживаются просто за подписание соглашения или участие во встрече. Сделка выстроена таким образом, чтобы в первую очередь учитывались интересы США и их союзников. И только если Исламская Республика Иран выполнит свои обязательства, она сможет получить экономические выгоды вместе со всем регионом. Эта сделка способна изменить весь регион и создать условия для долгосрочного мира. За последние несколько часов я заметил несколько странных вещей в освещении этой темы. Во-первых, люди, которые еще месяц назад вполне справедливо называли Дональда Трампа историческим президентом, теперь критикуют сделку, основываясь на неподтвержденных сообщениях СМИ. Во-вторых, люди, которые утверждают, что нельзя верить ни одному слову корпуса «Стражей Исламской революции» КСИР, почему-то готовы доверять анонимным публикациям в социальных сетях. Президент добьется для нас хорошего результата, так или иначе. Первые официальные подробности возможного соглашения между Ираном и США озвучил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, предварительный меморандум предусматривает прекращение боевых действий на нескольких фронтах, обсуждение снятия морской блокады, разблокировку иранских активов и запуск программы восстановления, тогда как вопросы ядерной программы и отмены санкций предлагается вынести на второй этап переговоров продолжительностью до 60 дней. Эти переговоры, которые должны привести к окончанию войны, предусматриваются в два этапа. На первом этапе между Ираном и Соединенными Штатами
будет подписан меморандум о взаимопонимании. Затем начнутся переговоры по второму этапу, и впоследствии на втором этапе мы придем к окончательному соглашению. Мы отложили ядерный вопрос до заключения окончательного соглашения по различным причинам, поскольку в нынешних условиях обсуждать его было действительно невозможно. Требования, которые они выдвигали, никоим образом не были приемлемыми. Поэтому мы вынесли на первый этап другие вопросы, по которым можно было достичь договоренности, а ядерную тему перенесли на второй этап, который, разумеется, является более сложной фазой. Для него предусмотрено 60 дней переговоров. На втором этапе, то есть в рамках окончательного соглашения, будут рассмотрены ядерный вопрос, вопрос снятия санкций с Ирана и еще 1-2 вопроса, о которых я расскажу позже. После этого будет достигнуто окончательное соглашение. В нынешнем соглашении, которое называется «Меморандумом о взаимопонимании» и известно как «Исламабадский меморандум», объявляется прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Я уже много раз говорил, мы никогда не забывали о Ливане в этой войне, потому что Ливан и ливанская Хезболла в любом случае сражались рядом с народом Ирана, и мы никогда не оставим их одних. В объявленном прекращении огня режим тишины распространялся на все фронты, включая Ливан. Если не считать того факта, что сионистский режим неоднократно нарушал его, на что Хезболла отвечала, а мы отвечали там, где это было необходимо, то, на мой взгляд, сам этот ответ стал еще одним стратегическим достижением. Впервые именно мы инициировали наступательные действия для наказания режима, который в любом случае отказался выполнять свои обязательства. Это было зафиксировано на мировой арене как стратегическая победа Ирана и показало, что Иран не шутит и, если потребуется, не только не боится войны, но и будет применять силу там, где это необходимо. Речь идет о снятии морской блокады, обсуждении тем следующего раунда переговоров, иранской ядерной программы, вопросе отмены санкций, а также о восстановлении, которое предлагается в виде плана реконструкции и экономического развития. Механизмы реализации этого плана будут согласованы в ходе последующих переговоров наряду с другими вопросами, которые еще возникнут. Вопрос иранских замороженных активов, для которых уже определен механизм решения, также входит в меморандум о взаимопонимании и был согласован на первом этапе. Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть противники, во главе которых стоит сионистский режим, и они ищут любые предлоги, чтобы сорвать это соглашение. Наша позиция ясна. Если бы мы собирались уступить силе и давлению, мы бы сделали это уже давно. Если бы угрозы атак на инфраструктуру или другие угрозы могли заставить нас отступить, мы бы отступили много лет назад. Но это не так. Другой стороне были направлены совершенно четкие сигналы о том, что угрозы дают обратный эффект. Если вы хотите двигаться к взаимопониманию, должна измениться риторика. Если же вы хотите двигаться по пути угроз, давления и войны, мы готовы. Это серьезное решение Исламской Республики Иран. Будущее Ормузского пролива и система управления Ормузским проливом больше не будут такими, какими были в прошлом. Когда я говорю о будущем управлении, то имею в виду, что наш суверенитет всегда существовал, существует сейчас и будет существовать в дальнейшем. Никто не может оспаривать суверенитет Ирана над этим проливом, разумеется, вместе с Оманом. Но вопрос о том, будет ли управление этим проливом и судоходством в нем таким же, как раньше, имеет однозначный ответ. Нет, таким, как прежде, оно уже не будет. По данным Reuters, Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать для Ирана миллиарды долларов замороженных средств. Агентство со ссылкой на источники сообщает, что речь может идти о сумме от 10 до 20 миллиардов долларов. При этом более 3 миллиардов уже переданы Тегерану. Как пишет Reuters, договоренность предусматривает прекращение иранских ракетных и беспилотных атак по территории ОАЭ, а также меры по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив. Власти Эмиратов заявили, что их политика направлена на деэскалацию и укрепление стабильности в регионе. По информации агентства, соглашение может стать частью более широкого процесса урегулирования между США и Ираном. Источники также утверждают, что Тегеран обращался с аналогичными предложениями как минимум к 2 другим странам Персидского залива. За несколько дней до саммита G7 в Париже встретились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни. Макрон заявил, что Париж и Оттава выступают за соблюдение международного права и дипломатическое урегулирование конфликтов. Отдельно он выразил надежду на скорое соглашение между США и Ираном. На Ближнем Востоке нас объединяет одинаковая приверженность соблюдению международного права и урегулированию конфликтов дипломатическим путем. И именно этот путь, как я надеюсь, очень скоро приведет к соглашению между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Со своей стороны мы готовы содействовать его реализации, поддерживая возобновление судоходства через Ормузский пролив без каких-либо предварительных условий, а также предоставляя нашу экспертизу и поддержку для достижения всеобъемлющего соглашения. Нас объединяет общее стратегическое видение мира и совместных действий, стремление укреплять нашу стратегическую автономию, а также убежденность в том, что наши демократии должны играть важную роль в международном порядке.
Всего за несколько дней до саммита G7 это франко-канадское сближение становится движущей силой для продвижения этой повестки и служит интересам обеих наших стран. По итогам встречи Марк Карни сообщил о расширении сотрудничества между Канадой и Францией в сферах обороны, аэрокосмической отрасли и искусственного интеллекта. По его словам, страны также договорились углубить обмен защищенной информацией для совместных проектов в этих направлениях. Компании наших двух стран все активнее сотрудничают в сферах энергетики, обороны, критически важных минералов, а теперь и искусственного интеллекта. И для углубления нашего оборонного и промышленного сотрудничества сегодня президент и я продвигаем новое соглашение об общей безопасности информации. Оно позволит обмениваться секретной информацией между нашими оборонными и космическими секторами, а также секторами искусственного интеллекта и аэрокосмической промышленности. В сфере искусственного интеллекта Канада и Франция входят в число 4 стран мира, располагающих крупными языковыми моделями. Мы должны быстро выстроить партнерство между нашими двумя странами, чтобы воспользоваться этим конкурентным преимуществом. Мы намерены действовать именно так, чтобы укрепить наши стратегические позиции в мире, где доминируют гегемонистские державы и крупнейшие технологические платформы. Теперь официально. 15 июня будет открыт первый переговорный кластер на пути Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены ЕС согласились открыть первый переговорный кластер о вступлении для Украины и Молдовы. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем кластер, посвященный основополагающим вопросам, основе всего процесса вступления. Он охватывает ключевые ценности и принципы, на которых построен Европейский Союз. От верховенства права до сильных демократических институтов. Это признание решимости, мужества и большой работы, которую проделали обе страны, продвигая реформы даже перед лицом серьезных вызовов. И это сигнал о том, что предложение Европейского Союза — мир, стабильность и возможности — остается непревзойденным. Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем европейском континенте. В мире, который сталкивается с растущей неопределенностью, более крупный Европейский Союз отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из самых успешных историй Европейского Союза и нашей лучшей инвестицией в общее будущее. Несмотря на то, что переговоры о вступлении в ЕС Украина и Молдова пока проходят в одном пакете, в Брюсселе все чаще обсуждают возможность разделить их дальнейший путь. Молдова считается более подготовленной к переговорам. Страна продвинулась в проведении реформ, а отсутствие войны на ее территории позволяет двигаться быстрее по процедурам евроинтеграции. По данным политика, страны НАТО намерены расширить полномочия Верховного главнокомандующего Объединенными силами Альянса в Европе генерала Алексуса Гринкевича. Инициатива появилась после серии инцидентов с беспилотниками, которые с осени прошлого года неоднократно нарушали воздушное пространство стран восточного фланга НАТО и в ряде случаев приводили к повреждениям инфраструктуры и ранениям людей. Как пишет издание, новые правила позволят командованию НАТО быстрее реагировать на подобные угрозы. Генерал Гринкевич сможет оперативнее перебрасывать средства противовоздушной обороны между странами Альянса и самостоятельно повышать уровни боевой готовности без длительных согласований с национальными правительствами. Кроме того, НАТО планирует объединить элементы противоракетной обороны с миссией воздушного патрулирования на восточном фланге. По информации политику, сейчас действия Альянса часто замедляются из-за национальных ограничений, поскольку каждая страна самостоятельно определяет порядок применения своих вооружений. Ожидается, что решение о расширении полномочий командования может быть утверждено лидерами стран НАТО на саммите Альянса в июле. Польша официально получила первые истребители F-35, усилив авиационные возможности страны на восточном фланге НАТО, сообщает Минобороны Польши. Церемония передачи прошла на военной базе в Ласке с участием президента Карля Навроцкого и представителей США. Новые самолеты выполнили показательный полет, после чего совершили посадку и прошли через водную арку. Польский пилот, использующий американское оборудование и американские технологии, показывает, что стратегические отношения и партнерство между Польшей и США сегодня крайне необходимы обеим странам. Дамы и господа, они основаны на столетиях и десятилетиях общих ценностей, приверженности свободе, независимости, суверенитету и демократии.
Польша не ждала, пока другие обеспечат ее будущее. Она смело инвестировала в собственную оборону. И Соединенные Штаты гордятся тем, что стоят рядом со союзником, который так серьезно и решительно относится к своим обязательствам. Как и любое партнерство, наше не лишено трудностей. Но по любым меркам Польша – образцовый союзник США. Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и выразил надежду на достижение прочного мира между Россией и Украиной. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента США. От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России. Соединенные Штаты остаются привержены продвижению мирного урегулирования российско-украинской войны. Мы по-прежнему надеемся, что прочный мир откроет путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами. Напомним, что ранее с Днем России поздравил Путина и диктатор Ким Чен Ын, заявив о полной поддержке внутренней и внешней политики Москвы. Об этом сообщало северокорейское государственное телевидение. Россия продолжает развивать технологии ведения войны с использованием беспилотников. Об этом рассказал Владимир Путин. По его словам, в стране создается спутниковая группировка, которая должна обеспечить управление боевыми дронами на больших расстояниях. Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать вот подобную задачу, о которой вы сказали, уже появились в космосе. И в 2024-м, 2025-м эта работа продолжается. У нас есть практически, можно сказать, частная структура. Так она... Лишний раз не буду ее называть, хотя уже неоднократно звучала она в разных ситуациях и в СМИ. Успешно работает, и мы наращиваем эту группировку. Все, что в здравоохранении были поставлены дополнительные задачи Министерства обороны, и был создан Государственный фонд защитника Отечества. Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит. Боевая апробация у них проходит нормально, то дальше уже начинает движение в части. Весь этот цикл заточено на то, чтобы выстраивать эту работу самым. И, конечно, с нашей стороны план с использованием искусственного интеллекта, эти образы там, назначенных к поражению объектов и так далее, и так далее. Все это у нас в работе, в очень активной работе. С этим праздником от лица малочисленных народов Кемеровской области, представителям которых... Ясно, что я много раз об этом говорил, и сейчас хочу повторить. Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек. И ясно, что все 700 тысяч человек не могут учиться на этой платформе. Кроме того, на встрече с российскими военными Путин также затронул последствия украинских ударов по территории России. По его словам, такие атаки наносят ущерб экономике страны, однако серьезных проблем для ее работы не создают. Что касается экономики, да, ущерб, конечно, наносит нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. В столице Албании продолжаются массовые протесты, которые участники назвали «революцией фламинго». Изначально демонстрации начались из-за планов строительства элитного курорта на побережье Звернец, рядом с охраняемой природной зоной, где обитают фламинго, тюлени и морские черепахи. Однако со временем требования протестующих расширились. Теперь они выступают против коррупции, требуют отставки правительства во главе с Эди Рамой и проведения более глубоких политических реформ. Участники акций заявляют, что выступают за верховенство закона и более прозрачную систему управления страной. Большинство людей здесь требует, чтобы обе старые политические партии ушли, а им на смену пришла новая система. Сейчас албанцы, похоже, сосредоточены на одной главной вещи – это верховенство закона. Мы требуем отставки премьер-министра Эди Рамы. Но это не просто отдельная акция протеста.
Это путь, который проходит албанское общество, чтобы отстоять свои права и потребовать более свободную Албанию, которая принадлежит обществу, а не только олигархам или коррумпированным политикам. Изначально поводом для недовольства также стал проект стоимостью около 5 миллиардов евро, который связывают с дочерью президента США Дональда Трампа, Иванкой Трамп, и ее супругом Джаредом Кушнером. Протестующие считают, что развитие курорта может нанести ущерб уникальной экосистеме албанского побережья. Акции SpaceX начали торговаться на бирже NASDAQ после крупнейшего IPO в истории. Компания привлекла 75 миллиардов долларов, а ее рыночная стоимость после размещения достигла 1,77 триллиона долларов. На церемонии открытия торгов руководство SpaceX заявило, что компания продолжает работать над программами полетов к Луне и Марсу. Выход SpaceX на биржу уже называют одним из важнейших событий для финансового рынка США. Аналитики ожидают, что акции компании вскоре войдут в индекс NASDAQ 100, что может привлечь дополнительный спрос со стороны крупных инвестиционных и пенсионных фондов. Если говорить откровенно, я оценивал шансы SpaceX на успех менее чем в 10%. Серьезно. Я прямо говорил людям, скорее всего, у нас ничего не получится, но попробовать все равно стоит. Потому что если не появится новая компания, которая войдет в космическую отрасль, человечество никогда не станет по-настоящему космической цивилизацией. Другие аэрокосмические компании строили хорошие ракеты и все такое, но они просто не занимались развитием технологий, необходимых для того, чтобы сделать человечество многопланетным видом, чтобы воплотить в жизнь звездный путь, чтобы те большие, захватывающие научно-фантастические миры, о которых мы читали, стали реальностью. Именно в этом заключается суть SpaceX — убрать слово «фантастика» из научной фантастики и создать для всех захватывающее и вдохновляющее будущее. SpaceX хочет дать вам возможность отправиться на Луну, отправиться на Марс и, в конечном итоге, еще дальше. И я уверен, что благодаря невероятной команде, которая есть у нас здесь, в SpaceX, мы сможем сделать это для вас. Техническая неисправность сорвала вылет Папы Льва XIV из Испании в Ватикан. Проблему обнаружили уже после посадки пассажиров на борт самолета «Иберия» в аэропорту Тенерифе, когда лайнер готовился к выруливанию на взлетную полосу. Сначала экипаж сообщил, что один из двигателей, вероятно, не удалось запустить из-за сильного ветра, и самолет попытались развернуть по направлению воздушного потока для повторного запуска. Однако позже капитан объявил, что устранить неисправность быстро не получится, после чего пассажиров попросили покинуть борт. Для решения ситуации король Испании Филипп VI предоставил папе свой самолет «Фалкон». На нем понтифик вместе с частью делегации отправился в Рим. Остальных участников поездки и журналистов пересадят на резервный самолет, который направили из Мадрида. В авиакомпании «Иберия» заявили, что причиной задержки стала техническая неисправность, не уточнив ее характер. Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал для стран-хозяев на фоне праздничных церемоний и усиленных мер безопасности. В Торонто перед матчем сборной Канады против Боснии и Герцеговины прошла красочная церемония открытия с участием артистов, музыкантов и творческих коллективов, представлявших культуру и традиции страны. Шоу завершилось фейерверком и появлением символики турнира. Одновременно власти Канады усилили безопасность вокруг стадиона. На территории дежурили полицейские, медики и сотрудники специальных служб. А волонтеры завершали последние приготовления к приему болельщиков. Торонто примет 6 матчей мирового первенства и стал одним из 16 городов-хозяев турнира. Тем временем в Лос-Анджелесе завершалась подготовка к первому матчу сборной США против Парагвая. Вокруг арены были перекрыты отдельные дороги, на месте работали усиленные наряды полиции и службы безопасности, а весь служебный транспорт проходил проверку кинологами со специально обученными собаками. Волонтеры FIFA помогали организовывать работу стадиона и потоки зрителей. Организаторы подчеркивают, что безопасность участников и болельщиков остается одним из главных приоритетов чемпионата мира, который в этом году совместно принимают США, Канада и Мексика. В Эквадоре решили поддержать футбольных болельщиков перед стартом чемпионата мира. Президент страны Даниэль Нобоа объявил о временной отмене специального налога на слабоалкогольные напитки, включая пиво. Мера будет действовать на протяжении всего турнира, до 19 июля. По оценке властей, благодаря этому цены на пиво могут снизиться более чем на 20%. Решение связано с повышенным интересом к мировому первенству, в котором принимает участие сборная Эквадора. Свой первый матч на турнире эквадорцы проведут против команды Кот-д'Ивуара. Также в их группе выступают сборные Германии и Кюрасао. Владельцы ресторанов и баров рассчитывают, что во время чемпионата мира снижение цен и рост числа посетителей помогут увеличить выручку и поддержать бизнес.